Так, всем доброго раннего утра. Надеюсь, что интернет глючить не будет. Но если будет, переключу на Wi-Fi, ничего страшного. Как и обещала, к концу года очень много сниму работ, чтобы отдать вот этот весь груз, разгрузиться одним словом. Итак, друзья мои, я вам объясняла значение цифр в магии. Почему 4, почему 6, почему 13, почему 8, почему 9. Как-нибудь я об этом отдельно сниму и поговорим. 3 раза читают, потому что мир состоит из 3 частей, трехгранный мир. Возраст человека точно так же трехгранная: юность, молодость и старость. Луна имеет 3 грани, да? 3 возраста: полнолуние, новолуние и убывающая луна. 6, потому что это цифра темных сил. 9, потому что шестерка перевернутая. 8, потому что это бесконечность означает. 4, потому что 4 стороны света. 12 это больше христианская цифра, ориентируется на 12 апостолов. 13 это цифра темной силы, потому что есть 13 великих врат. Что еще? 7, потому что 7 измерений существует в потустороннем мире, то есть 7 астральных измерений существует. Да, 9, еще 9 когорт самых великих. Доберемся. 40. 40, поскольку считается, что темные духи делятся на 40 иерархий. 40 легионов, которые подчиняются непосредственно тьме. В каждом легионе по 9 когорт и так далее. Эти цифры, они не случайны. Не просто так называются, не просто так говорится, вот это столько раз надо читать, это столько раз. 40 дней душа прощается с миром. Ребенок рождается, 40 дней желательно не показывать никому. Сейчас выставляют детей сразу же на следующий день, прям в роддоме уже выставляют, уже все это снимает, как ребенок рождался. Потом удивляются, почему у человека нет защиты, почему ребенок болеет, почему в доме нет благополучия и так далее. Люди слишком открыто все показывают и выкладывают миру. Я хоть и много чего говорила о своей личной жизни, но даже я стараюсь как можно не особо много показывать и говорить о своей личной жизни, не потому что сглазят, а потому что так нужно, если ты не хочешь, чтобы кто-то своими грязными тапками втаптывался в твоей семье и в твоих личных интимных делах, то желательно, чтобы особо не вникали, не особо знали твою личную жизнь. Так вот, 40. 40 великих когорт, 40 измерений, 40 иерархий духов, 40 дней прощания, 40 дней после родов, когда предоставляется ребенку хранитель. Мы говорим, через 40 поколений, да, 40-я династия, 40 перекрестков. Очень часто в ритуалах, в заговорах более древних, скажем, заговорах часто выходит эта цифра 40. 40 старцев, 40 магов и так далее, и так далее. Вот я хочу сегодня подарить вам удивительный ритуал, но его нужно делать в совокупности с чистками, с ритуалами удачи и прочее, постоянно. Как за 40 дней, да не обращайте внимания на этого Николая и прочую это шушера. Это очень может быть, что из говногруппы сюда ползает. Так вот, за 40 дней исправить свою судьбу.
в совокупности с теми работами, которые я вам даю. Я сегодня постараюсь еще несколько работ снять, потому что мне нужно снять. Я перед собой поставила цель, значит, нужно делать. 40 дней зажигайте 4 свечи, ставите на алтарь, становитесь лицом к алтарю, 4 раза читайте, поворачиваясь на каждую сторону света. То есть один раз прочитали заклинание, повернулись на ту сторону, еще раз прочитали. Оставляйте свечи догореть. Учтите, вам нужно запастись черными свечами на 40 дней. Свечи догорели, на следующий день относите под дерево, нужно положить с 4 монетами и говорить: на сегодняшний день откупаюсь, неважно какой день. Через 40 дней нужно провести, так что засеките время, когда вы начнете это проводить. Через 40 дней вы сами удивитесь, как вот эти все работы, которые проводятся с вами или вы сами проводите, насколько они будут эффективны и насколько они будут сильно работать в совокупности с этим заговором. Это призыв 40 могущественных сил для того, чтобы с помощью них то, что вы делаете, то, что вы просите, то, что вы проводите, сработало значительно сильнее, чем могло бы быть. Итак, каждый вечер, ночь, скажем так, сумерки читайте 4 раза, общей совокупности 4 раза читайте, поворачиваясь на каждую сторону света. То есть на одну сторону повернулись, прочитали, на вторую повернулись, еще раз прочитали заговор. И так 4 раза. Потом ждете, пока догорят. На следующий день вместе с 4 монетами относите под дерево и говорите: на сегодняшний день откупаюсь. Или за сегодняшний день. Читать нужно следующее. «40 сороков, 40 дорог. Через 40 дорог 40 ведьмаков шли. Черные книги на руках несли. В тех черных книгах моя судьба написана, да по дням и по часам расписана. Откроют мудрецы свои древние книги, и по повелению матушки судьбы долю мою недобрую на счастливую перепишут. С этого часу судьбы наказом злого рока не иметь. 40 сороков повернулись вспять. Судьба приказала мне счастье познать. Западом, югом, востоком, севером, луной и солнцем, небом и землей, огнем и водой заклинаю я. И счастливую долю взамен на боль получаю я. Награди меня, матушка судьба, счастливой долей. Да будет славным твоя воля, благословенная судьба. Истинно так свершилось. Еще раз читаем. 40 сороков, 40 дорог. Через 40 дорог 40 ведьмаков шли. Черные книги на руках несли. В тех черных книгах моя судьба написана, да по дням и по часам расписана. Откроют мудрецы свои древние книги, и по повелению матушки судьбы долю мою недобрую на счастливую перепишут. С этого часу судьбы наказом слова рока не иметь. 40 сороков повернулись вспять. Судьба приказала мне счастье познать. Югом, западом, востоком, севером, луной и солнцем, небом и землей, огнем и водой заклинаю я. И счастливую долю взамен на боль получаю я. Награди меня, матушка судьба, счастливой долей.
Да будет славным твоя воля, благословенная судьба. Истинно так свершилось. Ольга Комарова, я сейчас тебя пошлю очень далеко. Очень далеко, если ты еще раз позволишь себя, колхозница, вот так прийти и начать мне тут спрашивать, допрос устраивать, о чем я говорю и про что я говорю. Ты поняла? Итак, вопросы есть по поводу ритуала? Если есть, задавайте, я вам сейчас объясню. Да, но еще раз вам говорю, не просто это читать и надеяться, что вот это все изменит. Это ритуал, это заговор, который повернет на то русло, на которое нужно. Все ваши ритуалы, все ваши прошения, все ваши, скажем, обращения к силам. Сегодня одна дура написала: ой, я так устала, вечно эти чистки, постоянно это какие-то ритуалы, отписываюсь. Понимаешь? Я думаю, я сейчас пойду и сопьюсь с горя из-за того, что ты отписываешься. Нет, не осилить никакие печати, которые я сняла и показала, такие вещи не осилят. Это уже очищает ведьма. Я вам дала ритуалы, которые вам помогут в совокупности с ней или по отдельности некоторое время остановить. У вас мозги есть, в конце концов, или высохли? Я же 100 раз говорила уже. Сто раз и миллион раз я вам говорила, что 4 свечи, я изначально сказала, тупые вопросы не задаем. Так, Комарова, пошла нахер отсюда. Значит, послушайте внимательно. Чистки, которые я вам даю, они помогают, если у кого-то, нет возможности обращаться, этот человек может на время остановить. Если у кого-то незначительно, он может сам себе помочь. Или помочь в начальной стадии, потом появится возможность прийти и полностью это все убрать. Но те печати, которые я вам рассказала и показала, эти печати убирает только ведьма. Не дано вам это делать. Хотя я вам даю очень сильные работы, просто так даю, чтобы оно вам помогало. Но это не говорит о том, что вы можете какие-либо печати убирать, извиняюсь, чистками. На время остановить реально. Итак, значит, слушаем внимательно. Вот там каждый день какие-то чистки, какие-то что-то еще показывают. А что я должна вам показывать? Это моя работа. Я вам показываю это. Кому нужно, делают. Поколения приходят и уходят. Один рождается, другой помирает. Каждому из них нужна помощь. Я показываю свою работу. Если вам не нравится, вы думали, здесь дискотеки будем устраивать, то извиняйте, да. Дверь на ту сторону. Закройте и до свидания. Я буду показывать, и чем возможно, больше и больше нужных работ. А вот это вот недалекие существа, конечно, им тут делать нечего. Все, дорогие друзья, я это подарила. Мне еще несколько работ сегодня нужно делать, успеть, потому что у меня времени нет. Буду в прямом эфире это загружать, показывать, потому что так быстрее. Сказали уже русским языком: восковые черные свечи. Спасибо. Все. Всем удачи.